Всем привет! С вами YouTube канал Отдых и не только. И сегодня в рубрике «Мужчина на кухне» мы будем красить яйца. Так как я католик, завтра у нас уже Пасха. И я хочу покрасить яйца. Каким способом? Первый способ — это самый обыкновенный. Моя бабушка, мои родители красили в таком способом. Просто шелуха от лука. Видите, у меня и светлый лук здесь есть, и темный. Это без разницы. И сейчас я нашел в просторах ТикТока, что можно яйца красиво покрасить с помощью вина. Самого обыкновенного, дешевого, там, самый дешевый, заходишь в магазин, спрашиваешь, у вас вино есть, самое дешевое, красное. И вот этот факт, который надо соблюдать, оно должно быть красное. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас включаем газ, нашу газовую плиту. Включили. Пусть у нас вода загреется. И сейчас мы в пустой котелок ложим наши яйца. Яйца должны быть белые, чтобы покраска была бы больше видно. Сейчас мы добавляем туда наше вино. Вина достаточно. Мы будем красить 10 таких и 10 таких. Вот и как вы видите, что все наши яйца покрылись вином. Если сначала я думал, что вина не хватит, тогда, сейчас я понимаю, что вина достаточно. Одной бутылки хватает. И сейчас мы ложим наш традиционный способ, как покрасить яйца в луковую шелуху. Луковую шелуху я копил уже как минимум 3 месяца заранее, потому что сейчас ее можно купить за деньги. Да, за деньги. Даже в магазинах есть мешочки, которые продают луковая шелуха за 1 евро. И даже бабушки сидят на базаре, продают. Там цены я не смотрел, мне не важно, не суть. Рекомендую всем уже запастись луковой шелухой заранее, чтобы не надо было бы бежать в магазин и там покупать. Мы положили наши яйца вариться, как говорится. Сейчас в вине они должны вариться где-то минут 10 с того момента, когда закипит вино. А в шелухе, я думаю, где-то минут 20-25. А потом вино должно... мы выключаем газ и откладываем наши покрашенные яйца, где в вине они стоят,
в таком в репертуаре, что находится в вине яйца, пусть они стоят у нас ночь, а потом мы их выкладываем, и пусть они просыхают. Я думаю, результат должен у нас получиться. А ну с этими яйцами все понятно, там уже, я думаю, и вы поймете. Сварились, холодную воду опустил, пусть они остывают. И потом, когда они остыли, вынимаешь, пусть они просыхают. И потом только можно с маслом, простым маслом смазать и готово. Сейчас мы переключимся тогда, когда уже будем выключать из газа наши яйца, которые варятся в вине. Так, яйца в вине у нас проварились со времени, когда они закипели, уже 10 минут. И сейчас мы их выключаем, газ убавляем. Можно посмотреть, уже яйцо поменяло свой белый оттенок. И сейчас пусть они лежат в вине минут, не минут, извиняюсь, а целую ночь. А на завтра мы их выбираем и смотрим, что у нас получилось. А здесь у нас все уже ясно и понятно. Уже тоже видно, что одно яйцо у нас раскололось. Это ничего, не беда. А здесь уже видно, что яйцо уже поменяло свой окрасок. Ну, пусть они еще варятся, им еще достаточно вариться. Так что смотрите видео до конца и убедитесь сами, или в вине стоит красить яйца или нет. И сейчас наконец дошел тот самый интересный, как говорится, момент. Мы будем смотреть, что у нас получилось. Я думаю, что не мне одному интересно. Ну, видим, что одно яйцо уже раскололось. Это я уже заранее видел. Ничего страшного. Как говорится, война не происходит без потери. Увы. Уже вот какое красивое яичко у нас уже. Первое целое яичко. Это уже радует нас. Меня. Второе. Тоже целое. Так что не все потеряно, как говорится. Горячо. Третье. Тоже. Все хорошо с ним. Четвертое. Пятое. Одно у нас как-то не покрасилось. Шестое. Ну, это то же самое первое, которая половинка. Ну, ничего.
отдадим птичкам. Уже я не знаю по счету какое. Ну вот, мы уже выбрали все наши яйца. И что у нас получилось? Я считаю, это неплохой результат. Да, есть некоторые потреснувшиеся. Ну, ничего. Это красивое яичко. Видите, какое оно? Целенькое. Только парочку. Раз, два. Да, два яичка только у нас ушло в минус. Ну, ничего. Не будем огорчаться, как говорится. Все равно я получил удовольствие. То, что я хотел. И я надеюсь, что вы тоже получите удовольствие. Потому что самое это простое в шелухе красить. А в вине, ну, мы это узнаем только завтра, потому что сейчас оно будет стоять в таком виде до завтра. Так что я надеюсь, что вам понравился мой выпуск. Вам, конечно, это будет 1 секунда, а мне минимум 12 часов. Буду думать, какой рассказ получился, какой не получился. Или совсем это вышло, или не вышло. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем доброе утро. Итак, наши яйца уже покрасились. Эти, которые мы красили в вине, они отстояли у нас всю ночь. Блеск виден, но они должны высушиться, чтобы не было такой мокрости. Те, которые более-менее подсушились, у них уже блеск очень хорошо виден, как вы можете заметить. Что я могу сказать? Да, это покраска в вине необыкновенная. Интересно было попробовать. Результат, да, получился. Ну, я предпочитаю обычный способ в покраске шелухи. Ну, кто как считает. Потому что мнения разные бывают, и каждый думает по-своему. Ну, однозначно результат у нас получился. Одно яйцо мы потеряли. Он просто разварился, не разварился, а потрескался. Вот. Пробуйте, красьте. Ну и всем хороших, приятных праздников. А-та-та.